Прощайте, учитель Эликс. Уже вышел долгожданный фильм «Трон, отмеченный Богом. Легенда об Эликсе». Очень интересный сюжет, предательство, путь главного героя от Сына Света к тьме, война человечества с нежитью, очень драматично. Осталось только дождаться в хорошей озвучке, например, Light Family. Благодаря фильму мы прекрасно познакомились с этим крутым персонажем. Он не только помог Лун Хаоченю, но и буквально спас ему жизнь. По сути, без Эликса он уже погиб бы несколько раз. В целом, этот персонаж мне очень нравится. Будучи злодеем, он изменился и встал на светлую сторону, как и был первоначально. Как мы знаем, в новой серии аниме «Трон, отмеченный Богом», он жертвует собой и передает всю силу Лун Хаоченю и Цаер. Он создал сердце вечности, что состоит из всей его светлой энергии, а силу смерти он подарил Цаер, а также башню вечности. Вокруг тела Эликса появилось серо-черное кольцо света, и башня вечности постепенно приобрела чистый белый цвет, не тронутый ни малейшей пылинкой, лишенный какого-либо течения. Интенсивное сотрясение постепенно прекратилось, и все, казалось, вернулось к спокойствию. Цаер ясно почувствовала, как башня вечности изменилась. Казалось, что все негативные вещи, включая эмоции, исчезли из-за очищения Эликсом. Более того, странная связь сама собой возникла в ее сердце, усиливая связь между ней и башней вечности. Используя в конце серп бога смерти, Эликс сам все сделал. Ужасный свет очищения рассеял его плотную силу души, формирующую тело Эликса, и превратил ее в бесподобный блеск. Раздались пронзительные звенящие звуки, когда что-то, казалось, произошло внутри серпа бога смерти. Гордый голос Эликса раздался. «Ну и что, бог смерти? Я только что сломал твою печать. Теперь посмотрим, как ты нанесешь ответный удар моему ученику. Если бы я этого хотел, я бы давно стал богом». Если бы я хотел, я бы уже давно стал богом. Именно любовь Лун Хаоченя и Цаер растопили сердце Эликса. Он осознал свои ошибки. По сути, они вдвоем освободили его от прежней злобы. Эликс наконец-то успокоился по-настоящему, хотя и видел злые преступления, которые совершил. Эликс решил, что его сила, принадлежащая некромантии, должна скорее исчезнуть навсегда, чтобы избежать возможности еще одной такой катастрофы. В итоге он пронзает свою душу и расплывается в пустоте. Возникает главный вопрос: неужели Эликс умирает навсегда? После спасения Лун Хаоченя он исчезает, и на этом все? Конечно нет. Этот персонаж играет важнейшую роль в двух вселенных или мирах: Трон, отмеченный Богом, и Боевой континент 2. Он выступает в роли учителя для Хуихао в Боевом континенте и обучает его некромантии с помощью своей части божественного чувства. Однако, как и вся его жизнь, все обрывается, когда ему нужно разрушить свое божественное сознание, чтобы спасти Хуихао. Он не мог допустить, чтобы божественное происхождение Снежной Императрицы взорвалось в Хуихао, жертвуя собой в этом процессе. Как вообще так получилось, что он оказался в мире Хуихао? После смерти в мире Трон, отмеченный Богом, частичка его души или сознания продолжила бродить сквозь миры. Неожиданно оказавшись в мире Боевого континента, она вошла в Хуихао. Хуихао, ты сделал очень хорошо. Это случилось в тот самый момент, когда ледяной шелкопряд также слился с Хуихао. Эликс был необычным человеком, почти что богом, поэтому даже после смерти частичка его божественного сознания выжила. С этого момента начинается его путь и история на Боевом континенте. Так что чисто хронологически сначала идут события Трон, отмеченный Богом, а потом Боевого континента 2. Без Электролюкса ни Хуихао, ни Лун Хаочень не смогли бы так быстро стать сильнее. И если бы он не спас их, то они погибли бы. Он действительно сыграл незаменимую роль.
Когда Электролюкс прибыл на боевой континент, он был всего лишь частицей духовного сознания. Когда Ледяной Шелкопряд и Хуэйхао объединились, Электролюкс также вошел в духовное море Хуэйхао и впоследствии стал его третьим боевым духом. Изначально сознание Электролюкса было довольно слабым, однако после того, как некромант сливается с боевой душой Хуэйхао, он может использовать свою собственную силу души, чтобы активировать силу Электролюкса, что будет весьма впечатляющим в будущем. Образ Электролюкса в двух аниме в целом один и тот же, но есть небольшие различия в деталях, но по-прежнему он выглядит очень величественно. Он стал богом святого закона нежити, но после встречи с Унхачением и Цаер все изменилось. В аниме трон, отмеченный богом, сила Электролюкса даже превосходит силу императора Фэнсю. В боевом континенте 2 Электролюкс стал учителем Хуэйхао и передал ему обширные знания некромантии. Он долго колебался и сомневался, следует ли ему передавать свою некромантию. В конце концов, некромантия считается злом для многих людей из-за ее связи со смертью, но в итоге он все же решил обучить Хуэйхао. Так как Электролюкс был сыном света, полагаясь на свои способности, он открыл для себя совершенно новый путь – некромантию на основе света. Если Хуэйхао погрузится во тьму внутри некромантии, то будет уничтожен ею. Чтобы стать некромантом, его сердце по-прежнему должно быть окутано светом. Душа не должна быть ослеплена ни местью, ни ненавистью. Элекс обучил его всему, что умел сам в плане некромантии, и даже после его ухода, третий дух Хуэйхао останется вместе с его кольцом. А еще круто, что Тансан его возродил в итоге в Божественном Царстве. Тансан отыскал божественное сознание Электролюкса и возродил его в Божественном Царстве. Да, увидеть снова Тансана и Сяву было крайне приятно. Тансан просто не мог не отблагодарить Элекса за его жертву и спасение клана Чистого Неба, где также находилась его дочь. Этот момент с возвращением Элекса даже лучше, чем в оригинале, а появление Тансана и Сяву было незабываемо. После событий трона его физическое тело исчезло и осталось лишь его духовное сознание, которое может жить только внутри Хуэйхао. Будучи бедствием нежити, он действительно мог стать богом смерти в любое время, но он не сделал этого. Вместо этого он помог двум главным героям достичь вершины. Под его обучением Хуэйхао в конечном итоге стал богом. Ценность его персонажа очень высока в обоих произведениях. Однако все же немного большую роль некромант Электролюкс играет в аниме «Трон, отмеченный богом». Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам новый фильм про Элекса, если вы уже, конечно, смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.